Здравствуйте, уважаемые друзья! С вами я, Юрий Тютченко, кандидат ветеринарных наук, и в этом видеоподкасте рассмотрим вопрос, как защитить собаку от блох и клещей в условиях сильной заклещенности. Очень часто приходится сталкиваться с такой ситуацией, что вот, мол, купил самый лучший, самый дорогой ошейник от блох и клещей, но после прогулки из леса обнаружил клеща, а то и несколько. Причем сидели эти гады как раз под ошейник. Знакомая ситуация, да? Возможно, даже и у вас был такой неприятный случай. И хорошо, если только обнаружили клеща и вовремя его сняли с собаки. А если вдруг после этого собака заболела пироплазмозом, то в этой ситуации небу жарко и земли. Эмоции плещут уже через край. Что вот такие все нехорошие люди вокруг. Что производители, что продавцы, что ветврачи, и что никому нельзя верить. И понять таких людей тоже можно. Ведь если человек купил ошейник или другой препарат от блох и клещей, причем отдал за него достаточно большие деньги, то он хочет получить гарантию того, что он надежно защитил свою собаку даже не от клещей, а от пироплазмоза. И слова оправдания, что это индивидуальная особенность собаки, что это такие агрессивные клещи, его не устраивают. Хотя эти слова тоже имеют под собой основание. Все это может быть действительно так. Все это действительно имеет место быть. Но так рассуждать можно только в том случае, если это не ваша собака. Давайте подробно разберемся в этой ситуации. Что мы можем сделать по недопущению именно вот такой ситуации. Ключевой ответ кроется в том, что все препараты от блох и клещей разрабатываются для стандартных условий. За стандарт берется среднее количество клещей в окружающей среде, их средняя способность к заражению собак пироплазмозом, ну и, конечно же, за стандарт берутся какие-то средние собаки. Все это делается для того, чтобы довести эффективность защиты препарата минимум до 95%. Это немало, но чтобы еще больше увеличить процент защиты собак от блох и клещей, некоторые производители в своих препаратах комбинируют сочетание действующих веществ. Таким образом, за счет синергии действия нескольких действующих веществ достигается двойной эффект. Значительно увеличивается эффективность действия конечного препарата и при этом уменьшается концентрация каждого из действующих веществ. Препарат получается с высокой степенью защиты от паразитов, но опять же для средних условий и средних собак. По-любому препарат будет по-разному проявлять свою эффективность для разных пород и размеров собак. Особенно на собак весом меньше 2 килограммов. Если для крупных собак этого может быть мало, то у маленьких собак может быть даже интоксикация. А еще же на эффективность влияют и сами клещи, и окружающая среда тоже. Поэтому надо помнить, что даже самые хорошие препараты от блох и клещей защитят ваши животные в стандартных условиях. Если же вы идете на прогулку в лес, или это весенний-осенний период, когда в окружающей среде имеется большое количество клещей, то обязательно надо принимать дополнительные меры защиты. Во-первых, в такой ситуации я изначально рекомендую применять препараты, которые в своем составе имеют несколько действующих веществ. Они все равно лучше. А во-вторых, перед прогулкой надо дополнительно обработать собаку каким-то инсектицидным спреем или пудрой. Очень желательно, чтобы этот спрей, кроме инсектицидного действия, обладал еще и репеллентными свойствами, то есть отпугивал клещей и не давал им возможность укусить собаку. Кто-то может возразить мне, что таким образом мы усиливаем токсическую нагрузку на организм собаки. Отчасти это так. Да, и производители не указывают, что это можно делать, но они тоже страхуют себя от возможных рисков. Но как показывает практика, что во многих случаях так делается, и это значительно усиливает защиту собак от нападения клещей. И я вам скажу так, что мне из моей практики неизвестны случаи, когда после дополнительного применения спрея или пудры были какие-то явления интоксикации. Дело в том, что все средства в препарате от блох находится с достаточно большим запасом безопасности. Поэтому если вы дополнительно обработаете собаку, например, спреем, то понятно, что токсическая нагрузка несколько увеличится, но не настолько, чтобы вызвать какие-то токсические явления у собаки.
Но это вам выбирать, и это ваш риск. Здесь уже только вы принимаете решение и несете ответственность за свою собаку. Еще раз акцентирую, вам выбирать. Есть и другие варианты. Можно вообще в лес не ходить или переждать этот опасный период. Таким образом вы значительно уменьшите риски. Хотя это тоже не вариант. Самое главное, не надейтесь на авось. Может, вам и повезет. Может, даже неоднократно повезет на протяжении нескольких сезонов. Все может быть. Но точно так же может и не повезти. И ваша собака после первой же прогулки в лес подцепит клеща. Это все риски. И вам решать, что делать. Я даю только рекомендации, основанные на опыте защиты от клещей в таких вот сложных ситуациях. Еще могу посоветовать в условиях сильной заклещенности осматривать собаку на предмет наличия клещей каждые пару часов, а то и чаще. Это тоже снижает риски. Ведь обычно люди приходят домой и потом начинают осматривать собаку. Также можно пошить для собаки и противоклещевой костюм. А что? Для людей же есть противоэнцефалитные костюмы. Кстати, защищая собаку от клещей, не забывайте также и о себе. Для человека клещи тоже несут большую опасность. Одевайте такую одежду, чтобы клещ не мог забраться в какие-то незаметные места и потом укусил вас. В регионах, где есть очень много клещей, которые обладают высокой способностью вызывать заболевания, рекомендуется одевать противоэнцефалитный костюм. Как видим, арсенал борьбы с клещами в условиях сильной заклещенности есть. И вам решать, какие методы наиболее для вас приемлемы и как вы сможете их комбинировать. Например, если вы идете в лес на прогулку шашлыки пожарить, и вам будет не облом каждый час собаку осматривать, то можно ничего дополнительного и не предпринимать. А если у вас охотничья собака, то вряд ли у вас будет такая возможность. Думайте. И, конечно же, не забывайте консультироваться по этому вопросу со своим ветеринарным врачом. У него больше информации по этому вопросу, что касается клещей вашего региона. А пока всего вам доброго, здоровья вам и вашим любимцам. Подписывайтесь на наш канал и до новых встреч!